Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Таро Испирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша личная жизнь до конца года 2026. Вот давайте с вами и узнаем, что подскажут карты. Нас ожидает период большой ретроградности, я бы сказала, и это будет связано с 6, представляете, планетами. Причем как 4 планеты, такие значимые игроки на астрологическом небе, как Сатурн, Уран, мои дорогие. Кстати, ваш Нептун вплоть до 12 декабря. И где-то параллельно идет до 11 декабря Сатурн. И Нептун – это самообман. И очень интересно, потому что могут быть противоречия. Мы говорим Сатурн, владыка времени, Кронос, владыка кармы, судьбоносная планета, но это всегда порядок. Сатурн, ему именно нужно какие-то границы установить. А Нептун не любит этих границ, ему это не нужно, ему это все мешает. Это все где-то такое завуалировано, ну, как знаете, как послевкусие. Или это то, что может где-то приходить через предчувствие. Вот, кстати, очень важно слушать именно интуицию, не поддаваться самообману. Но у нас еще и Плутон будет тоже с вами в ретро-движении, правда, закончится в середине октября. Поэтому вот на эти Плутон, Сатурн, Нептун и Уран, на 4 важных планеты, которые у нас периодически, да, в разные периоды будут в ретрограде, у нас еще 2 планеты, которые отвечают за наше благополучие. Венера тоже в ретро. И этот период у нас будет с 3 октября по 14 ноября. Но еще и одновременно ретро-Меркурий. Все очень интересно с 24 октября и по 13 октября. То есть вот смотрите, последняя неделя октября и 2 недели ноября будут, когда именно эти 2 планеты, а Венера мы говорим, это, конечно, вопросы денег, любви, нашего благополучия, дома, места пребывания. Но это очень часто возвращение экс или возвращение бывших. А ретро-Меркурий, мы знаем, он нам приносит в жизнь классическую путаницу. Поэтому для кого-то из вас, все вместе, если мы объединим вот эти планеты, да, 6, мы можем получить ситуацию идеального шторма. Ну, у каждого по-своему, хотя ретро это не есть какое-то ускорение, скорее какая-то история стремится окончательно разрешиться в нашей жизни, чтобы ясности было больше. Но вот не все так однозначно. Смотрите, мои дорогие рыбы и рыбки, вас тут хотят предупредить о внимании. Маска. Часто говорю, самим неплохо бы иметь эту маску за пазухой. Но это ведь свидетельствует о том, не все люди говорят или говорят то, что может где-то усыпить наше внимание. Но той правды, что они думают, нам не транслируют. Рядом у нас так совпадает сразу нож. Нож – это ссора. Поэтому для кого-то из вас это может быть та ситуация, когда вы точно увидите того человека, который вам вставлял палки в колеса. Может быть, даже вы окончательно, ну, как пелена спадает, да, вы понимаете, что вот именно в этом направлении или от этого персонажа тут вообще нечего ждать каких-то, ну, сюрпризов со знаком плюс. Поэтому я бы хотела сказать следующее. По каким-то сложным задачам, с людьми, которые тоже о себе пытаются что-то скрыть или наоборот, перед вами предстать в каком-то лучшем виде, в лучшем свете. Вот здесь у вас будет прояснение ситуации. Будет. Потому что вам это как будто к радости ведет. Смотрите. Совпадает венок. Венок всегда радость или радостное известие. Что-то у вас складывается очень хорошо, что в принципе вот такие добрые энергии создает. У вас путь, как в будущее, открывается. Ключ. Ключи в ваших руках. Но на что вы согласитесь, а от чего откажетесь, это опять же, это ваш ключ и вам решать. Но очень часто эта карта будет говорить о дорогах. Или значения, да? А причем дорога для кого-то может быть очень далеко. Я этого тоже не исключаю, как возможный или переезд, вопросы дома, или как вариант, а почему бы не поехать вообще куда-то далеко. И может быть это будет связано с работой. У кого-то это будет связано с обучением, кстати. Здесь могут возникнуть, это я как раз заканчиваю
до конца года гороскоп астрологический для каждого знака зодиака совсем скоро опубликую. Так вот, если мы просто возьмем планетарные транзиты, которых вот просто в видео оно будет до бесконечности длинным, я должна сказать, что у кого-то из вас прежде, допустим, вы собирались где-то учиться, где-то работать, может быть, даже другая страна, другая местность, по каким-то причинам что-то не пошло. Причем это ситуация, которая могла быть не вчера, не несколько месяцев, она могла быть годы тому назад. Вот и такая история вам может вернуться. Причем из разряда вашей мечты что-то хотели, а вот прежде, не получилось, не сработало. Или сами как-то вот вы в силу разных причин не согласились или от чего-то отказались. Но если эта мечта где-то жила в вас самих, периодически приходила на ум, будем говорить, да, вы не забыли об этом, тогда приготовьтесь, что вам это тоже с новыми вариантами к действию судьба может вернуть. И у вас еще совпадает, пока с вами говорю, делаю обзор. Сердце. Сердце – это кто-то добивается сердца, но уже что выпало, то выпало. Тут скорее будет какой-то итог, потому что когда нож – это израненное сердце. То есть это та история, когда мы надеялись, что из этого будет что-то восхитительное. Увы, восхитительного не произошло. Получилось разочарование в чем-то, да? Но, может быть, в самое время, как я говорила, ретро-Нептун, не поддаваться самообману, да? Значит, вы можете видеть в чем-то и свои ошибки. В конечном итоге, видимо, так оно задумано, да, Творцом, потому что, конечно, это вот последнее, посмотрите, именно якорь выпадает. Больше ясности, больше четкости в вашей жизни, больше понимания, больше радости, меньше иллюзорности. И не забываем, ключи в ваших руках. Не вижу больше совпадений, поэтому давайте пойдем дальше. У нас сегодня две колоды Чиромаркетти. Колода Ленорман, золотые мечты и золоченое Таро. Давайте зададим вопросы. И первый вопрос. Кто или что появится внезапно, неожиданно? Может быть, это человек, но это может быть ситуация и может быть проблема или какой-то нерешенный вопрос. Возможно, к примеру, по документам, да, что-то вы не могли прежде осуществить, а вот здесь как раз вам даст возможность судьба. Ну и в конечном итоге, что же из этого всего прояснится? До конца года, что спешит вашу жизнь, что нового, возможно, спешит вашу жизнь. И достанем 3 карты именно на личную жизнь в разных позициях. Первая для тех, кто в паре, у кого сейчас все относительно хорошо, спокойно, все же мы все разные, да? Для тех, кто один или одна, состоится ли новое знакомство, давайте с вами узнаем. И для тех, кто в сложных отношениях, давайте тоже узнаем, какова энергия, к чему ситуация будет складываться. Итак, что же там внезапно, неожиданно для рыб и рыбок, а вот итог. Серп, да, вообще коса она в классике называется, и это мы подразумеваем, что первое, мы собираем урожай, то есть есть плюс, урожай есть. То есть есть толк, есть какой-то итог. Иногда по этой карте решение вопросов по финансам. Или, я бы больше даже сказала, новый вариант. По финансам их решить. Потому что валету бубен. Это где-то предложение, конкретная персона. Или, может быть, ситуация по работе. Вот, да, когда тоже такой своеобразный выбор, согласимся мы или от этого откажемся. Потому как 50 на 50, да, вот иными словами, собираем урожай, мы зернышки только берем, а все то, что не зернышки, а это нам не нужно, как бы, может быть, для чего-то бы пригодилось, но это так, оно второстепенно. Поэтому здесь могут быть вынесены какие-то важные разговоры на поверхность, которые от вас потребуют важного выбора, важного решения, на что вы будете готовы дальше согласиться. И вполне вероятно, эта тема будет присутствовать по поводу денег или, мои дорогие, документов. Могут быть финансового порядка, может быть и вопросы, касаемые банков, кредитов. Вот тут я тоже не исключаю. Кстати, попутно должна сказать, кредиты лучше не брать. Тут наоборот лучше понимать, как быстрее закрыть, рассчитаться, найти какой-то новый, может быть, вариант, да? Вот подумайте об этом. Итак, так что же тут внезапно, что неожиданно, с чем, с кем связано?
а вам самим тут что-то надоело, какая-то ситуация словно зависла. У кого-то из вас вы будете решать тот вопрос, чтобы действительно кто-то кредит будет закрывать. Почему? Потому что очень часто аркан повешенный – это наше обязательство. И обязательство может приходить даже через то, что мы когда-то прежде подписали. За кого-то взяли это обязательство, правда? Время прошло, ситуация опять же изменилась, а вдруг всплывает на поверхность наша бумага, и мы оказываемся перед фактом, что нам нужно что-то предпринимать, потому что мы, может быть, и невольно участниками становимся в какой-то истории, когда мы могли кому-то довериться. Вот, кстати, будьте с этим внимательны. Если вы действительно стоите перед такой ситуацией, когда вам нужно подписать какой-то документ или взять кредит, но все-таки мы все разные, жизнь, она в реальности свои законы диктует. Мои дорогие рыбы-рыбки, вам тут надо все просчитать. Но где-то не проблагодушествовать точно, потому что аркан повешенный – это всегда какая-то зависимость. Вот здесь вам будет фортуна помогать как можно быстрее такие вопросы уладить, но не углубиться в них, хотелось бы сказать. Потому как, есть такое значение по повешенному – жертвенность, да? Поэтому жертвой собственных иллюзий или жертвой собственной доброты, вы добрые люди, вот, кстати, да. Мы ведь тут тоже можем включиться в какую-то тему, по наивности. Или потому что мы в определенный период видим, что есть целесообразность. Вот у вас тут будет внезапный, правда, неожиданный какой-то поворот событий. Карта колеса фортуны – это всегда о внезапном, это о скорости. И, может быть, вам придется какое-то скорое решение принимать. Скоро это не значит наспех или на эмоциях, а как минимум, может, полчаса вам придется сесть с бумагой, написать за и против, да, вот разделить так лист, что-то продуктивно, рационально продумать. Но скорее всего, на какой-то процент вы будете в этом участвовать, потому что фортуна сейчас на вашей стороне. Но нужно что-то сделать красиво, элегантно. Шанс какой-то у вас будет. Шанс это может быть как и по финансам, это может быть предложение по работе. Туз пентаклей это всегда как один, да, как зернышко, которое мы садим в землю, чтобы в последующем получить богатый урожай. Поэтому у вас тут как подведение итогов, может быть, как и точка невозврата, но и новая точка отсчета, благодаря высшим силам, сложившимся ситуациям, то, что мы называем обстоятельства, обстановка, люди вокруг вас, или не случайная случайность. Такое тоже может быть. Так а что же прояснится? Вот тут я больше вижу связано с финансами. Неожиданно, да, какие-то возможности. Пусть это даже будет связано с человеком, но тогда с человеком и финансовая история все равно. По крайней мере, у кого-то это будет даже, к примеру, если дом, да, или имущество, движимое, недвижимое, у кого-то машина, может быть и так, да, но какая-то ситуация будет решаться. Что прояснится? Опять же, препятствие, гора. Непонятно, что прояснится. Препятствие, королева жезлов, которое могло сложиться по разным причинам. Кстати, вполне вероятно, в этом участвовали другие персоны. И вы окончательно поймете, что то, к чему меня склоняли, ориентировали, нет, туда я не пойду, как будто мне это не нужно, две. А вы посмотрите, тут у вас могла сложиться вот эта гора, как путаница, словно между двух огней, две королевы. Будьте внимательны, потому что когда две королевы и больше в моем раскладе, это всегда сплетни. Или, по крайней мере, есть люди, хотя я не исключаю, может быть, и правда у кого-то ситуация выбора. Может быть, и в личной жизни, да, гора. Вы выбираете между двух людей. И не важно, что у нас две королевы тогда. Пусть это будут два короля, да, может быть, люди, рожденные под знаком зодиака, стихии огня. И есть человек, который под знаком зодиака, стихии земли, или где-то имеет асцендент. У кого-то ситуация, которая будет касаться личной жизни, это одно. И по королеве жезлов ситуация, которая будет связана где-то с деньгами, опять же, я тут вижу, и может быть одновременно по работе. Вы пытаетесь прояснить для себя то, что вчера не могли осуществить. Но все-таки что же прояснится? О людях вы явно тут что-то узнаете. У кого-то будет совпадать действительно с поездкой, как таковой, в которую вы собираетесь, может быть, скоро, или будете планировать до конца года,
Возможно, это не просто по переезд куда-то далеко, хотя я опять же говорила и еще раз повторюсь. У кого-то может быть как поездка в разведку. Для кого-то из вас шестерка мечей очень часто это карта заслуженного успеха. Но до этого успеха нам еще придется прошагать. Это мы набираемся мужества делать только первые шаги. И поэтому по этой карте иногда проходят, когда мы что-то новое изучаем. То есть опять же первые шаги. Может быть, мы получаем документы, сертификаты, потому что видим в этом какой-то смысл. Причем, ведь это первые шаги. Гарантий еще пока нет. Но карта и говорит, что если хватит мужества пройти этой дорожкой, успех тебя ожидает. Чего-то вам нужно не упустить, мои дорогие. Хотя я точно так же не исключаю, что у кого-то из вас, ну вот закручивается тот или иной сюжет. Иногда, вот я говорила, ситуация по работе, имея в виду королеву жезлов, и ситуация в личной жизни. Очень часто наши близкие, в принципе, проходят, неважно какой знак зодиака, по королеве пентаклей. И я могу допустить дорога кого-то из ваших близких, семья, любимый человек, супруг, супруга. Ну, тут мы уже к полу не привязываемся, да, тут по-разному может быть. Когда у человека какого-то поездка, а вполне вероятно и вы в этой поездке, в переезде, может быть, будете участвовать или видеть для себя какие-то новые перспективы. Здесь, знаете, может вообще интересно, что прояснится. Вот посмотрите, у вас 3 карты персональные, или, как говорят, карты двора. Поэтому есть, как фигурируют мужчина и женщина. И как минимум 3 персоны будут оказывать влияние на вашу жизнь, на вашу судьбу, где-то и на ваш выбор, открывая, может быть, через людей, а я часто говорю в своих видео, что до конца 2026 года это именно обстоятельства влияют и конкретно наше окружение, люди. Вот и на вас, мои дорогие рыбы и рыбки, оказывают воздействие. Могут приходить, как у человека новые горизонты, у вашего близкого человека или у вашего родственника. Но так это и интерес какой-то есть, да? И каким-то образом это воздействует на вас. Причем ведь карты, вот, кстати, говорят о стабильности. У вас выпадает как и заслуженный успех, у вас выпадает королева пентаклей и король пентаклей. То есть это может быть пара сама по себе, которая вам оказывает содействие, или как круг ближайшего общения, но тогда это надежные люди. Будьте внимательны. Тут, знаете, как надежные люди вам, в принципе, способны помочь. Может быть, это где-то приведет к тому, что вы некоторые отношения будете переоценивать заново. И не совсем тут с позиции импульса или с позиции чувств, а с позиции земных энергий, именно прагматизма. Вот такие вопросы, скорее всего, они будут у вас проясняться, но и вы сами вы будете где-то в этом направлении двигаться. Что спешит вашу жизнь? Очень много информации. Вот сказала сплетни, вот это как раз они. Или информационный хаос, карта птицы, много разговоров, причем толку мало. Каждый что-то свое говорит, да, а может быть, карта говорит, среди вороха информации и будет что-то одно достойное, но тебе придется это как профильтровать через вот этой или через вот эту кучу информационного потока, что-то перепроверить, разузнать дополнительно. А для вас это будет означать смена статуса. У кого-то из вас неизбежно подписание важных документов или получение. Всегда у нас карта император. Это, во-первых, статусная карта. По этой карте могут проходить, конечно, руководители. Но это ваш статус может меняться. По этой карте организация, как сама по себе организация, мы говорим, да, контора, офис, так и организация вашей собственной жизни. Смена статуса, смена каких-то новых направлений, смена вообще вот, да, вот этот ключ. И ведь это тоже у кого ключ? У Иерофанта. Ну, где-то карта Иерофант, хоть она вам пока не выпала, но тем не менее, она имеет такое же значение в плане, ну, как градации власти или какой-то структуры, какого-то порядка. А вот теперь это как-то меняется. И значит, вам придется через этот ворох информации вычленить самое важное, перепроверить, потому что даже если поначалу это кажется запутанным, для вас рациональное зерно, для вас какая-то возможность есть.
Я не исключаю, что вы можете оказаться, что нового придет, что поначалу какое-то дело или предложение тоже может выглядеть запутанным, и поэтому вам придется не отказаться и не сказать, что да, это ерунда какая-то, а перепроверяя для себя, может быть, а вы люди очень интуитивные, правда, слушайте интуицию, то, что может по-дурацки начинаться, да, ну именно так хочется сказать. Надеюсь, понимаете мой сленг. Для вас может, точно, открыться какими-то совершенно новыми возможностями. Император и туз кубков. И тут все, что хотите. Но интуиция, лучезарная дельта. Умение предвидеть как минимум на пару шагов вперед. И вообще не важно, да, что там у нас на небосклоне, какая фаза Луны, как будто тут нужно где-то просчитать или... Это, знаете, как голос подсознания, самодоверие, самодостаточность уже, которая, у вас в перспективах стоит на кону, с учетом аркана император. Но рыбы, мои дорогие, это еще и символ путешествий, переездов или просто поездок, работы с командировками и богатый улов, деньги. Есть ради чего стараться. Хотя поначалу начинается с информационного хаоса или с какой-то путаницы. Вот вы с какими-то путаницами до конца года будете разбираться. И вы разберетесь к своему удовольствию и к где-то улучшению статуса. Ладно, личная жизнь конкретно. Для тех, кто в паре, у кого все относительно стабильно хорошо. Ждите вестей. Девятка червей. Признание в любви. Может быть, получение каких-то важных документов. Какая-то история, которая может быть продолжена, потому что хотят двое. Для тех, кто в паре, есть у вас дети, известия от детей, может быть, от взрослых детей. Здесь единица, здесь, как знаете, перезагрузка взаимоотношений. Здесь что-то очень доброе, радостное. Это как новая возможность. И даже в несколько подувядших отношениях в паре здесь тоже можно совершить эту перезагрузку. Это как... Знаете, увидеть партнера вот совершенно с других позиций, с другими глазами, но точно нечего добавить. Карта любви, карта не про страсть, нет, она об искренности, когда двое понимают друг друга без слов. Поэтому у кого сейчас в паре все хорошо, вы вместе, здесь, даже если происходят вокруг какие-то перемены, то вы решаете это все сообща. Для тех, кто один или одна, состоится ли новое знакомство. А вот смотрите, тут какая-то бумага. Бывают, конечно, знакомства по переписке. Но я не знаю, насколько это функционирует. По мне, так это выглядит совершенно ненадежным и опасным. Да, вот эти виртуальные знакомства, но они есть. Поэтому, мои дорогие, тут вот нужно быть аккуратным. Может быть, как начало, это и неплохой вариант. Но тогда, наверное, встретиться нужно, да, увидеть воочию, что из себя представляет человек. Но, по крайней мере, такой вариант я не исключаю. Хотя я могу сказать письмо. Вспоминаем ретро-Венеру. И возвращение экс или возвращение бывших. То тут какая-то история, которая, правда, может быть, она и завершилась. А может быть, эта история, правда, была связана с какой-то перепиской. Может быть, и не было любви, вы друг друга знали. К примеру, вы знали, потому что, по каким-то другим позициям, для решения иных вопросов у вас состоялся контакт, то он может продолжиться. И тогда, раз мы спросили все-таки на личную жизнь, в новом ключе могут продолжаться отношения, точно. Тут может быть встреча или подготовка к встрече, подготовка к поездке какой-то, мои дорогие, перемены в отношениях, но не торопитесь. По аркану умеренности это... Пусть это будет у вас желание, но у человека может не быть желания, но у вас может быть желание быстрее с этим разобраться, встретиться. И где-то карта, как я уже говорила, подсказывала, да, что лучше встретиться, увидеть что-то воочию, потому что не попасться, может быть, на какую-то удочку, да, когда человек, вы его не видите, вы его не знаете, и он вам может говорить там что-то до бесконечности, обещая, к примеру, да, а смотря как подают. Мы можем так поверить, бывает такое, мы все в какой-то доле наивными бываем, правда? Поэтому вот тут не замечтаться, правда, не время иллюзий. И я бы больше сказала, у кого-то из вас, знаете, какое может быть знакомство? Когда вы познакомитесь с человеком в дороге. Вполне вероятно, потом будет какая-то переписка. Все-таки аркан письмо мы не
исключаем. То есть это может быть человек, который принадлежит к другой, как общности, к другому менталитету, в другой стране. Ну или пусть в другом городе, в другой местности, да, когда вот вас разделяет все-таки расстояние. И, возможно, вы будете, ну, как-то контактировать какое-то время, может быть, и встречаться. Но я не могу сказать, что это сразу какой-то союз или сразу вы вместе. А какой-то путь вам по аркану умеренности придется пройти в более таком неспешном, неторопливом режиме. Причем это будет приятное общение, мои дорогие. А для кого-то из вас даже вот правда какое-то интересное знакомство может быть. Или интересный контакт, да, с человеком. Когда даже в дороге встретились, потом переписываться. А почему нет? Такой вариант вполне вероятен. Аркан мир, опять же, эфир, пространство, интернет, вот где-то так, да, может проиграться. И тут тогда может быть человек, даже знаете какой? Деловой человек, я бы сказала. Почему? Письмо деловое, потому что сургучная печать. Здесь может быть, когда вам что-то интересно, и конкретно интересно другому человеку. То есть тут может соединять поначалу не столько про чувства, а как надобность какая-то, или интерес, или что-то разузнавать, может быть, вы пытались в интернет, да, к примеру, и начинается какой-то контакт. И вы знаете, это будет продолжено. Да, тут может быть вот такое. Не через иллюзии, какое-то очень интересное знакомство. Но продолжение следует. Хотя не исключаю, повторюсь, что прежняя история отношений вам написали или вы написали, и, возможно, будете договариваться о встрече. Этого тоже не исключаю. Ну и самая сложная позиция, на мой взгляд, для тех, кто в сложных отношениях, а тут прям как по судьбе. Крест – это всегда судьба. А раз есть судьба, это стало быть, быстро не решишь. Это те отношения, которые, ну, суждено нам какое-то время еще пройти. Тут не получится как-то так взять и изменить. Но карты нам однозначно говорят. Будет ваша сильная позиция. Шестерка треф. Но это считайте как карта победителя. И 36, 9, нумерология. Перемены. Что-то изменится. Что изменится? Вдвоем, возможно, будете что-то менять. А вот и ваша карта. Для тех, кто в сложных отношениях. А ведь и правда продолжится. Тут к согласию, взаимопониманию. И если сложные отношения. Явно какие-то беседы. Вы знаете, тут вот что может быть продолжено, да, если мы говорим именно о почетном компромиссе. Когда, ну, вот, по десятке кубков есть дом, есть дети, есть имущество, может быть, есть то, что вас связывает. Пусть у кого-то это работу даже связывает, да. Может быть, личное творчество, когда двое, да, вместе сообща создают какой-то шедевр, скажем, ну, условно. Но именно ваш тандем каким-то образом вы друг другу помогаете, вы друг другу нужны. Вы вот еще не все гештальты вместе закрыли. Я бы сказала, тут явно примирение, которое вот как по воле высших сил. Может быть, так будут стекаться какие-то события, ситуации, мои дорогие. Словно сама судьба сводит людей для того, чтобы вот этот союз должен быть продолжен. И вам этого не избежать, как будто крест. Ну точно. Не просто победа, а праздник после победы. У кого-то решение вопросов дома, у кого-то решение очень сложных, может быть, ситуаций, которые касались и пары, и недвижимости, или вашего места пребывания. Но здесь как есть победа, так и праздник. 4 жезла – это всегда, ну, как 4 столпа. Это и есть, по сути дела, вот этот якорь. И даже если приходится какие-то пути, дорожки пройти, мои дорогие рыбы и рыбки, есть ради чего стараться. Видимо, конечный результат, да, как вот этот урожай, он действительно будет богатый. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, люблю искренне. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.